чем у вас ассоциируется бурлеск? Готова поспорить, что первые ассоциации – это красивые женщины с алой помадой на губах, в сверкающих костюмах и с веерами из перьев. В нашем видео мы сегодня вернемся в прошлое этого изысканного жанра и познакомимся с дивой бурлеска. Бурлеск впервые появился в Европе в середине XIX века. Вы удивитесь, но в те времена девушки еще не танцевали на сцене. Вместо этого они читали стихи и смешили зрителя. Само слово произошло от французского «бурла» – шутка-насмешка. Это часто была юмористическая пародия на какое-то серьезное драматическое произведение или классическую работу. Бурлеск в форме, знакомой нам, был популярен в Лондоне с середины до конца XIX века. Американский бурлеск предполагал небольшие сценические скетчи, остроумные и провокационные. А первые элементы стриптиза появились к 30-м годам в США. Тогда-то и стали одна за другой восходить звезды этого жанра. Номера становились все откровеннее. Одежды на актрисах оставалось все меньше. Неумение танцевать артистки успешно компенсировали декорациями и невообразимыми костюмами. Бурлеск-театры предлагали зрителям представления на любой вкус. В ход шли дрессированные птицы, подводные номера и выступления на трапеции. Салли Рэнд, настоящее имя актрисы Хелен Голдбек, родилась 3 апреля 1904 года в местечке Элктон, штат Миссури, США, хотя некоторые источники утверждают, что в Нью-Йорке. Отец Уильям Бек, выпускник военной академии, полковник в отставке. Мать Нетти Бек, школьная учительница, некоторое время работала газетным корреспондентом. С 13 лет девушка начала играть второстепенные роли в театрах Канзас-Сити. Окончила колледж Колумбия, параллельно посещая курсы балета и драматического искусства, после чего решила уехать в Голливуд. Вскоре после прибытия туда девушка была принята акробаткой в цирк братьев Ринглинг. С 1925 года она начала сниматься в кино у известного режиссера Сесила Блаунта-де-Милля, который дал артистке благозвучный псевдоним Салли Рэнд. Она активно снималась на протяжении 3 лет, появившись за это время в 24 фильмах, но с приходом звукового кино значительно снизила свою кинематографическую активность, переключившись на эротические танцы. Одним из самых знаменитых ее выступлений стало стрип-шоу на Всемирной выставке в Чикаго в 1933 году. Энциклопедия Чикаго об этом написала, что Рейд – талантливая актриса, обладающая хорошим чувством юмора, вкладывала в свой номер больше смысла, чем готов был уловить средний зритель. Это выступление задумывалось как пародия на богатых дам из высшего общества Чикаго, тратящих огромные суммы на наряды, в то время как у большинства американцев в условиях Великой депрессии не хватало денег даже на одежду и еду. Однажды во время проведения выставки Рэнд была арестована 4 раза за один день за неприличные танцы с веерами, за то, что голая скакала на белой лошади по улицам Чикаго. На самом деле артистка была одета, но ее одежда создавала полную иллюзию обнаженности. Этот номер назывался «Леди Годива». Большинство эротических выступлений Рэнд проходили под звуки бергамской сюиты. В 1936 году Рэнд приобрела небольшой бурлеск-зал в Сан-Франциско, который ныне известен как Зал великой американской музыки. В 1939 и 1940 годах Рэнд исполняла главную роль в постановке «Обнаженное ранчо» Салли Рэнд на международной выставке «Золотые ворота». В 1946 году Рэнд была арестована в Сан-Франциско за выступление якобы в непристойном виде, предположительно обнаженной, в клубе «Совой». Вскоре она была отпущена под подписку о невыезде на время рассмотрения дела. Судья указал, что на это время она не может быть повторно арестована за такое же правонарушение. Несмотря на это, через пару ночей она вновь была арестована в том же клубе и по тому же обвинению, несмотря на то, что в этот раз на ней было длинное нижнее белье и крупная лента с надписью «Цензура ПДСФ». Судья Дэниел Шумейкер снял с Рэнд все обвинения, заявив,
Любой, кто находит что-то непристойное в ее танце, имеет извращенные представления о морали. В начале 1950-х годов Рэнд отправилась в турне по Среднему Западу в составе труппы из 17 артистов. Они давали представления на местных ярмарках и в маленьких театрах. А Рэнд продолжала давать свои представления с веерами вплоть до начала 1970-х годов, когда ей уже было под 70 лет. В 1972 году она приняла участие в ностальгическом ревю «Большое шоу» 1928 года, которое с успехом прошло на многих крупных площадках страны, включая Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Подводя итог своей 40-летней карьере, Рэнд сказала: «Я не была без работы с того дня, как сняла штаны». Салли Рэнд была замужем 4 раза. Все ее браки окончились разводами. Первым мужем был Кларенс Аарон Тодд Робинс. Даты заключения брака и развода неизвестны. Это единственный из мужей, который имел отношение к кинематографу. Он был малоизвестным сценаристом, активным с 1925 года по 1932. Вторым мужем стал Теркел Грино. В браке они состояли с 1942 года по 1945. Третий брак с Гарри Финкенштейном продлился с 1949 по 1950 год. Четвертым мужем стал Фред Лала. Брак продлился с 1954 по 1960 годы. Своих детей у Рэнд не было, но был усыновленный ребенок по имени Шон. Точные даты жизни его неизвестны. Также неизвестно, когда и где артистка его усыновила. Известно ли, что на момент смерти Рэнд Шон был женат и у него было 2 детей. Салли Рэнд скончалась 30 августа 1979 года в пресвитерианской больнице Фудхилл, штат Калифорния, от сердечной недостаточности. Приемный сын артистки Шон сообщил, что на момент смерти Рэнд была должна разным людям и организациям довольно крупную сумму денег. Но в дело вмешался ее друг, певец Сэмми Дэвис, который покрыл ее долги на сумму $10 000. Похоронена Салли Рэнд на кладбище Окленд Мемориал Гарденс.